Друзья, всем привет! Как-то пару лет назад я делал обзор на вот такой вот турбогиб Гиббон. Попробовал сделать сам пару изделий, давал друзьям попробовать. И общее мнение сложилось такое, что немного раздражало то, что сложно работать с разными профилями, так как вот эти наборные шайбы менять крайне неудобно. Сейчас есть пару идей, где применить этот турбогиб. И там также будут применяться разные трубы. И менять эти шайбы ой как не хочется. Я уже начал думать, как их заменить и на что. И решил перед этим зайти на сайт Гиббон. Посмотреть, может быть, что-то придумали или изменили в конструкции. И да, наконец-то есть простое решение. Это вот такие простые штырьковые шайбы, которые снимаются и ставятся без снятия валов. Сразу же заказал. И еще увидел пару интересных дополнений. Это вот такие ролики для прокатки круглых труб, а также вот такой набор для создания прямых углов. Да заказал все сразу. Итак, начнем с наболевшего. Пришла посылка, распаковал. И вот они, быстросъемные шайбы. Старые убираю подальше. И, как видим, проблема решена. В остальном работа не поменялась. Можете посмотреть предыдущий ролик, как он гнет профильную трубу. В этом же ролике хочу показать вам, так скажем, новые дополнения. Так же, как я говорил выше, я заказал ролики для прокатки круглых труб. Принцип работы у них точно такой же, как у профильной трубы, поэтому особо заострять на этом внимание, думаю, не стоит. Потому что хочется посмотреть и показать вам, на мой взгляд, самое интересное дополнение – это углогиб. Попробуем его поставить и что-нибудь сделать. Меняем центральную насадку и добавляем боковые упоры. Готово. Теперь ставим профильную трубу 40 на 20 и закручиваем центральный винт до нужного угла. Единственный минус — это непонятно, как узнать, на какой угол согнута деталь. Это еще и мое упущение, у меня в мастерской не оказалось никакого транспортира или угломера. В будущем я его, конечно, докуплю. Но я попробую сделать все по месту. Да, есть шкала в сантиметрах, и на ней можно запомнить, на каком сантиметре какой угол для примерной работы. Чтобы делать повторяемые углы, необходимо зафиксировать вот эту гайку шестигранником и гнуть последующие трубы до упора этой гайки. Таким образом получаются одинаковые углы на деталях. Углогиб очень полезная функция. Теперь можно изготавливать скамейки и различную мебель. Подходят трубы 40 на 20 и 20 на 20. Для эксперимента купил 6 метров трубы 20 на 20. Попилил на 5 ровных частей. И вот для чего. Попробую только с помощью такого углогиба болгарки и дрели изготовить каркас стула. Как раз там можно протестировать повторяемость деталей и качество сгиба углов. Сначала делаем ножки. Для этого взял два отрезка и от краев сделал первую отметку. Там будет первый угол. Ставим первую деталь. Крутить вал показалось сначала тяжеловато. Но только под конец понял, что нужно-то было добавить пару капель масла на резьбу. И по капле можно добавить на саму трубу, на месте сгиба. Первый сгиб готов. Подтягиваем гайку до упора и фиксируем стопорным болтом, чтобы она оставалась на месте. Теперь ослабляем центральный винт и вытаскиваем первую заготовку. Следом ставим вторую и крутим до упора. Готово. Снимаем и прикладываем к первой заготовке. Как видим, угол точно такой же. Далее на этих же деталях делаем по второму сгибу. Порядок такой же. Крутим до нужного угла, фиксируем гайкой и повторяем со второй деталью. Оба угла получились одинаковыми, как и сами заготовки. Далее я просто примерно прикинул, как соединить все между собой, отрезал перекладины, сделал отверстие и закрутил.
Далее изготовил каркас для спинки и прикрутил к основному каркасу. Готово, получился вот такой каркас стула. Осталось отрезать фанерку и прикрутить сиденье и спинку. Ушло около 5 метров трубы. Трубу можно найти за 350-400 рублей за 6 метров. И примерно рублей на 200 уйдет 12-мм фанеры на один стул. Итого примерно рублей за 600 вы получите довольно добротный стул. Вариантов изготовления стульев масса, как и вариантов, чего можно вообще изготовить. Я решил изготовить еще 3 таких стула и столик. Получится комплект садовой мебели за недорого. Так что, друзья, вот такой турбогиб — вещь довольно интересная, а для дома самое оно. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, а в комментах напишите, что можно еще изготовить с помощью такого турбогиба. Те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!